Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем сегодняшний вебинар по тибетской формуле. Как быть здоровым, используя препараты и БАДы. Компания «Тибетская формула» проводит программу Андрей Дуйко. Итак, сегодня я опубликовал свой вопрос, который опубликовал в своей группе Facebook Дуйко, Кайлас и РТ. Задайте свой вопрос по здоровью, в комментариях к посту отвечу на него в сегодняшнем вебинаре с ТФ. Также я постараюсь ответить на вопросы, которые вы сейчас публикуете в вебинарной комнате. Елена, добрый день. Людмила и так далее. Итак, начнем все же с вопроса в Фейсбуке. Итак, Инна Джи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сыну 14 лет. Год назад поставили диагноз синдром Мейленграхта-Желтуха. Окрашивается в желтый цвет кожи и белков глаз. Появляется вследствие повышения в крови и тканях уровня билирубина, желчного пигмента, красящего вещества, образующего в результате распада эритроцитов. Ко всему этому стали появляться седые волосы. Какие препараты тибетской формулы ему пропить? Сейчас принимаем битулин. Это генетическое заболевание, но в семье у кого нет. Можно от этого избавиться совсем. Еще хочу сказать большое спасибо вам за препараты, крема и мази, тибетская формула. Пользуемся всей семьей. С уважением к вам, ученица Инна Гибельгаус. Итак, отвечаю на ваш вопрос. Синдром Мейленграхта является синдромом генетическим и обусловлен он уникальным таким сбоем генетического кода клеток, который связан с неусваиваемостью аминокислоты аргинина. И, как правило, такая неусваиваемость приводит к тому, что появляются вот такие проявления в виде распада эритроцитов, в виде увеличения билирубина. Также происходит вазоконстрикция, что обозначает судорожные проявления сосудов. То есть это как бы первые признаки и могут быть вегетососудистой дистонии. Может происходить появление давления, происходит распад мелких капилляров. И, как правило, по моему мнению, это является, как правило, заболеванием, которое очень похоже на, или предшественником этого заболевания, по моему мнению, является все-таки заболевание легких. Это перенесенная может быть пневмония, это может быть перенесенное заболевание любое торакальное, может быть даже такая реакция на прививку МАНТУ и так далее, или там контакт с человеком, который был инфицирован туберкулезом и так далее. Я считаю, что можно ли такое заболевание вылечить? Да, его можно вылечить, по моему мнению, полностью, как и заболевание Жильбера. Но здесь стоит вспомнить о том, что хотелось бы сказать о причинах. И причинами является как раз заболевание иммунитета легких и самой печени. Итак, какие препараты я бы хотел вам назначить? Итак, восстановить процесс формирования аргинина и усвоения аргинина я рекомендую с помощью препарата Гепакс. Препарат Гепакс, в нем находится две аминокислоты. 70% составляет L-орнитин, который фактически восстанавливает функцию печени. Эта аминокислота участвует в процессе распада аминокислот и расщепления аминокислот и расщепления жирных липидов. И помогает печени прийти в такое хорошее и здоровое состояние. И аргинин, который необходим нам для того, чтобы расслаблять гладкую мускулатуру, приводить к вазодилатации и может помочь человеку избавиться одновременно от таких заболеваний, как гипертоническое заболевание сердца, вегетососудистая дистония, заболевание панкреатита. Также могу сказать, что совместно с курсом битулин, Гепакс и вот этими препаратами необходимо стимулировать работу иммунитета. Это возможно сделать с помощью препарата Instamax. Препарат Instamax активно улучшает состояние иммунитета, вырабатывается больше клеток иммунных, иммуноглобулины,
Т-киллеры, эзофаги. Особенно это происходит в легких, в альвеолах легких, в бронхах легких. И для того, чтобы этот эффект был более таким, наверное, кардинальным и более стремительным, я рекомендую совмещать иммунный препарат, который называется Метикс, совмещать его с теракальным препаратом, который называется у меня Туберсол, и второй препарат Демилон. Итак, для лечения вот такого заболевания рекомендую принимать это в следующих дозировках. Препарат Туберсол и Демилон по одной таблетке 3 раза в день. Препарат, не Метикс, а Инстамакс, препарат Инстамакс. Препарат Инстамакс по одной таблетке 3 раза в день. И препарат Гепакс принимать по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 2 раза в день. Кстати, для тех людей, у кого есть вегетососудистые дистонии, тромботизация сосудов, перенесенные заболевания, инфаркт, перенесенные заболевания, гипертоническое заболевание сердца со склонностью повышения больше систолического давления. То есть систолическое давление это там 190 на 80, а диастолическая как бы склонность к повышению диастолического это, допустим, 120 на 100. Так вот, с повышением как раз систолического давления я рекомендую использовать для вазодилатации или расслабления мышечной мускулатуры в ходе применения, конечно же, и центральной или назначенной врачом терапии, допустим, терапии, допустим, бета-адреноблокаторами, допустим, принимать совместно с препаратом как раз для помощи работы печени, с препаратом, который может помочь привести сосуды в эластичное состояние, помогающий избавить человека от заболевания атеросклероз. Это препарат Гепакс. Принимать его необходимо, увеличивая дозировку до 1 чайной ложки на стакан воды 3 раза в день или даже 4 раза в день. Единственный минус, который необходимо учитывать в этом случае, это мочекаменная болезнь, наличие камней в почках. И в случае применения препарата Гепакс может произойти движение камней из почек. Также хочу сказать, что в случае, если такое имеет место быть, и вы имеете там гломерулонефрит или имеете мочекаменное заболевание, там у вас фактически выявлено это заболевание, то я рекомендую все же обратить на это внимание, обратиться к нефрологу, провести все-таки комплексное лечение, не ждать, когда камень начнет сдвигаться со своего места или развиваться какое-то дополнительное заболевание, так как по статистике Международной медицинской организации ВОЗ на сегодняшний день огромное количество почечной недостаточности как раз формируется, и это заболевание проистекает, в дальнейшем приводит к почечной недостаточности, и сегодня это очень расширенное заболевание. И могу сказать, что хотелось бы все же, чтобы проводили вы периодически вот такие наверное, не против, а, наверное, для профилактики мочекаменного заболевания действия. То есть в рацион питания необходимо добавлять свеклу вареную, необходимо добавлять печеный лук, далее необходимо добавлять семя льна. Все эти препараты, уксус яблочный или уксус, кислоты какие-либо, там мочевую кислоту, извините, лимонную кислоту. Все это может способствовать устранению камней или появлению камней. Камни, как известно, бывают 3 форм, это оксалатные формы, кальциево-фосфорные соединения и уратные. И все эти камни, они, как правило, возникают у человека на фоне либо алкоидоза, либо ацидоза, вернее алкалоза, ацидоза. То есть фактически это либо очень высокая щелочная реакция крови, либо очень высокая кислая реакция крови.
И то, и другое может быть связано с недостатком кальция или переизбытком кальция. Это может быть связано с стрессовыми ситуациями или переизбытком мясной пищи. Именно поэтому я очень часто говорю о том, что ведение степенного образа жизни, ведение спокойного образа жизни, достаточный отдых, не переедание, потому что очень часто именно переедание какой-либо из понравившейся пищи приводит к появлению мочекаменного заболевания. Неиспользование продуктов питания с высоким содержанием пищевых отдушек, которые находятся сейчас во всех продуктах фактически быстрого приготовления. Это кетчупы, майонезы, это может быть соусы какие-либо, это чипсы, это сыры с ярко выраженным вкусом, какие-либо продукты, которые, там конфеты есть с ароматическими отдушками и так далее. Все это токсические, цитотоксические, очень вредит нашему организму. Разгрузочные дни, в ходе которых необходимо на протяжении дня пить такие соки. Очень рекомендую, допустим, пить сок, березовый сок напополам, смешанный с водой. Дальше он имеет такую особенность восстанавливать кислотность крови, устранять заболевание мочекаменное, помогать мочеиспусканию, даже в каких-то случаях может помочь избавиться от гипертонии первой степени, уменьшить вес и так далее. Ну, все-таки давайте дальше. Тамара Маевская. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, чем убрать боль желудка? Появилась недавно. Из ТФ есть только Инстамакс, Бактамакс, Серебро, Популин. Перед этим пропивала Ринокс, Депасалт, Рутин. В анамнезе тромбоз подключичных вен, ревматоидный артрит. Когда-то, изучая медицину, меня удивила одна статья. Эта статья, по-моему, я не могу сейчас сказать автора, эта статья, она говорила о проблемах скрытого проистекающего туберкулеза, который может приводить как раз к проявлению у человека тромбозов подключичных вен, в дальнейшем к развитию ревматоидного артрита. Именно поэтому мне бы хотелось сказать, что и в том числе появление заболеваний желудка. Как-то у вас все оно легло в одну вот такую линию, и у меня появилась гипотеза такая. Я думаю, что вам все же стоит обратить внимание на состояние легких и лечить данное заболевание желудка следующими препаратами. Первый препарат Инстамакс, он улучшит ваш иммунитет, принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Бактамакс принимать по 1 таблетке 3 раза в день, он уберет аллергическую реакцию в случае, если у вас есть аллергия и она каким-то образом влияет на легкое, то это может приводить в анамнезе к тромбозу, к муковисцидозу, к ревматоидному артриту. Третье, наверное, необходимо принимать препарат Демилон для того, чтобы повлиять на легкие, туберсол. Ну и, конечно же, убирать заболевания желудка. Рекомендую в домашних условиях, в случае, если у вас нет препарата, начать принимать по кусочку печеного лука. Разрезайте на 4 части лук, выкладывайте в духовку, 40-50 минут держите при 150 градусах. После чего остывает это все, нарезайте на кусочки. В разное время на протяжении дня принимайте по 2-3 кусочка, разжевывая, запивая водой. Это убирает заболевания язва желудка, заболевания высокая кислотность желудка, гастродуоденит, гастроэнтерорефлюкс. Ну и в общем-то поможет избавиться и от запаха изо рта и так далее. Из моих препаратов все же на первое место нужно поставить железняк по 2 таблетки 3 раза в день. Ну и вот именно таким образом и начинайте лечение. Депасалт пока вам не нужно принимать, серебро и популин, я считаю, тоже не нужно. А вот Ренокс, Ренокс тоже не нужно. Я считаю, что все вместе можно полечить таким образом. Инстамакс, железняк, Демилон, туберсол, рутин и здоровый желудок.
Вот можно только этими препаратами. И скорее всего данная проблема уйдет. Также пить лен, 1 столовая ложка льна в виде порошка, смешать с 1 стаканом кипятка. После того, когда это остынет, можно с добавлением небольшого количества масла оливкового или сливочного, так действие вот такого киселя улучшится, и принимать по полстакана или сколько сможете съесть, не торопясь, запивая стаканом воды, не торопясь на протяжении утра, или разделить это на 2 приема или даже на 3 приема. Так вы сможете полечить и поджелудочную железу, и желудок, и льняное семя еще и поможет вам избавиться от высокой кислотности 12-перстной кишки, улучшить состояние стула и иметь даже небольшое желчегонное действие. Добрый день. Чем можно полечить крауроз у мамы, локализованный белыми пятнами? Начните лечить герпес моими препаратами ГВИ. Также применяйте мазь, она называется изотоновый бальзам. Прямо смазываете крауроз изотоновым бальзамом или на ночь изотоновой мазью. Также очень рекомендую вводить вагинально свечу изотоновую через день на протяжении 15 дней. Так как именно, мы все поняли, в общем. Татьяна Иванова. Андрей Андреевич, чем полечить синусит у сына? Припухлость носа посередине много лет. Как ни странно, любые заболевания носоглотки являются заболеваниями наших легких. Любые заболевания ушей являются, как ни странно, согласно и тибетской, и китайской медицины, являются заболеваниями почек. Именно поэтому при введении, допустим, большого количества мочегонных препаратов у человека может произойти глухота. Так, введение препаратов, азотсодержащих препаратов, которые усиливают работу легких, может произойти исчезновение запаха в носу, а также может притупляться обоняние и осязание, обонятельные какие-то элементы у человека. И именно поэтому в случае, если у ребенка постоянно синусит проявляется и припухлость носа, то я рекомендую использовать препараты для легких. На первое место необходимо поставить все-таки препарат от аллергии, это аллергонорм. Второй препарат от аллергии носоглотки, это препарат, который необходимо закапывать, это препарат трангиновые капли, которые восстанавливают слизистую оболочку носа, и в случае, если это все вызывается аллергической реакцией, то восстанавливает иммунитет человеку и помогает избавиться от аллергических реакций. Конечно же, третий препарат, это препарат кальция, допустим, кальций с черникой, или препарат D3 йод или йод D3. Данный препарат может тоже повлиять на улучшение иммунитета ребенка. Ну и, конечно же, препарат для легкого, это препарат Демилон, который улучшает иммунитет легких, который улучшает работу легких. Итак, аллергонорм, Демилон, капли трангиновые. Можно попринимать туберсол. Он точно не навредит, а вот улучшит общее состояние наверняка. Наталья Губачева или Губачева. Сыну 20 лет, при испражнении наблюдает алую кровь. При осмотре проктолога сказано, трещина в прямой кишке, предлагает операцию, раз свечи не помогли. Подскажите, чем его полечить? Мне не хотелось бы компрометировать сейчас традиционную медицину, и, конечно же, я бы хотел сказать о том, что в большинстве своем те свечи, которые на сегодняшний день используются в традиционной медицине, не могут помочь человеку избавиться от данного заболевания. Может ли что-либо помочь? Конечно, сейчас я буду, как Зазнайкин, говорить о том, что покупайте мои свечи, они помогут и так далее. Но данная проблема, она является проблемой такой более широкого действия. Данная проблема является проблемой высокой кислотности, прежде всего слепой кишки, которая, как правило, возникает у человека в 2 случаях. Итак, первый случай — это очень высокий инсулин, подкожный инсулин, сахарный диабет 2-го типа.
Это говорит о том, что человеку нужно категорически перестать применять, перестать применять сладкую пищу, то есть из рациона убрать сладкую пищу. Второе, это запоры, которые возникают на фоне дискинезии желчных протоков. И необходимо применять препарат Лунглин для того, чтобы все-таки желчь отходила, либо любые сиропы несладкие с горьким вкусом, допустим, горечи, сейчас они распространены, принимать по 1 столовой ложке 2 или 3 раза в день на протяжении дня. Но сладкую пищу обязательно нужно убрать из рациона питания. Естественно, убрать обязательно алкоголь, любые алкогольные продукты, убрать свинину. Ну и стараться вечером не доедать или меньше есть. Третье, это может вызываться тем, что у человека аллергическая реакция. Поэтому очень хорошо было бы попринимать препарат от аллергии Аллергонорм. Ну и на первое нужно было бы поставить, но поставим все-таки на последнее, это тромботизация сосудов. Тромботизация сосудов ног, тромботизация срамных сосудов, тромботизация вен. Это все происходит по принципу вазоконстрикции, то есть происходит сжатие этих сосудов. Для того, чтобы этого не было, я рекомендую принимать препарат Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Ну и в ходе лечения использовать свечи мускусные, ставить их ректально через день на протяжении 30 раз. И принимать препарат Геморфит, который уберет на протяжении нескольких дней кровотечения. И по 2 таблетки 3 раза в день. И препарат Легкахода, тоже его можно принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Данные препараты смогут на протяжении месяца используя данные рекомендации, можно на протяжении месяца оперативно справиться с вот таким заболеванием. Также хочу сказать или напомнить о тибетской медицине, которая говорит о том, что очень часто у молодых мужчин появляются геморроидальные узлы и появляется, в общем-то, геморрой на фоне, как правило, беспрепятственного занятия онанизмом. Именно поэтому необходимо сказать, что врач сказал, что в случае, если такое иногда присутствует, то это нехорошо, это может приводить в дальнейшем к заболеванию и появлению трещин в слепой кишке. Извините, но об этом нужно тоже сказать. Ольга Данилова, у сына 12 лет, очень потеют ноги. Просто невозможно дышать, когда приходит со школы. Еще вопрос. Вы говорили, чтобы снизить кислотность желудка у ребенка, надо исключить молоко. А если из-под домашней козы можно? Просто дети без молока не могут. Смалочку на козьем и каши по утрам, и кефир, и творог, и брынза. Все убрать нет. Можно все оставить. Итак, если у ребенка потеют ноги, это говорит о том, что у ребенка возможен грибок. Второе, это говорит о том, что у ребенка дистония, и он переживает за что-то. Третье говорит о том, что у ребенка есть воспалительные процессы почек. Давайте все это будем лечить вместе. Итак, для того, чтобы не было запаха из ног, я рекомендую использовать спрей, который называется артраминовый спрей. Если ноги обрабатывать артраминовым спреем, то очень быстро от ног исчезает запах, и в дальнейшем, какую обувь бы ребенок не носил, запаха этого не будет. Второе, для того, чтобы убрать грибок, я рекомендую использовать мазь такую. Эту мазь очень несложно приготовить. Берете 1 яйцо в скорлупе, желательно такой от красной курочки лучше, чем от белой, не знаю. Второе, выкладываете это яйцо и заливаете уксусом, ставите в темное место на 10 дней, можно там на 5 дней, это не так важно. После чего кожура яйца станет как будто из кожи, пробиваете спицей или иголкой или ножом эту кожицу саму извлекаете, а вот все, что осталось в яйце, выливаете в этот уксус. Взбалтываете это в банке, после чего тампоном наносите на ногу перед сном. Также ноги очень хорошо парить в содовом растворе. 1 столовая ложка соды на 1 стакан воды подогретой наливаете в ванночку и парите ему ножки вот таким раствором. Также натираете содой ему сами ступни. И для того, чтобы снизить кислотность в домашних условиях желудка, я рекомендую использовать семя льна.
Рекомендую использовать печеный лук, рекомендую использовать, допустим, кусочек сырого картофеля. Кстати, использование кусочка сырого картофеля является уникальным способом, который может помочь человеку профилактировать заболевание мочекаменное. Это древнейший способ, который очень себя зарекомендовал. Если человек на протяжении своей жизни каждый день съедает маленький кусочек сырой картошки или сырого картофеля, то в дальнейшем он не заболевает заболеваниями мочекаменной болезни, улучшает состояние почек, снижает давление, улучшает состояние сосудов. Одним словом, огромное количество плюсов и практически отсутствие минусов. Но картошку необходимо съедать утром, можно не натощак. Несколько слов об этом. Тыква помогает в сыром виде избавиться от высокой кислотности двенадцатиперстной кишки, препятствует возникновению заболевания аппендикса, далее помогает восстановить стул. Но есть минус у тыквы. Он заключается в том, что в тыкве находится бета-каротин, который имеет желтый цвет. И этот бета-каротин, он может окрашивать кожу в желтый цвет. Точно так же, как и морковь. Морковь улучшает человеку зрение, сок моркови может помочь от конъюнктивита. Сельдерей и капустный сок могут помочь человеку избавиться от заболеваний желчных камней. Также могут помочь человеку восстановить печень и очень позитивно действует на печень, убирая жировую дисплазию. Далее сырой картофель может помочь человеку профилактировать и избавляться от камней в мочевом пузыре и собственно в почках. Свекла помогает избавиться, сырая свекла и печеная свекла, и в общем-то и печеные яблоки, и печеная свекла помогают избавлять человека от заболеваний печени, желчекаменного заболевания. Но стоит ли ее применять в большом количестве? Нет, необходимо ее кушать в небольшом количестве, это не больше чайной ложки, просто часто. Также очень часто я говорю о том, что плохо работает, допустим, у человека почка или почки. Это целиком связано с тем, что у человека только, допустим, у человека появляется ревматизм, ревматоидный артрит и так далее. У человека это возникает на фоне, ну вот как это, по моему мнению, все происходит. У человека появляется заболевание легких. У человека появляется заболевание легких, или он когда-либо переболел заболеванием легких. Это проявилось в виде, допустим, ревматизма. В дальнейшем это заболевание легких может... Какое это заболевание легких? Это там прививка МАНТУ, это туберкулез, это пневмония, это простудное заболевание, вирусное заболевание какое-либо. И человек перенес данное заболевание. Когда он перенес данное заболевание, то снизился иммунитет, который вырабатывается комплементом бронхов, легких, и на фоне этого начинает появляться ухудшение формирования выделения кортизола. Вот это нарушение выделения кортизола или гидрокортизона фактически приводит к нарушению гормональных функций в организме, что приводит к ухудшению работы суставов, что приводит к ухудшению, появлению ревматизма, аутоиммунных заболеваний, красная волчанка, васкулит, ну и каких-либо еще. Далее, это все в дальнейшем приводит к тому, что появляется, для того, чтобы формировался кортизол, необходимо, чтобы был холестерин, потому что именно из холестерина и формируется, или 90% вырабатываемого холестерина необходимо организму для того, чтобы вырабатывался кортизон или гидрокортизон. Для этого печень старается удерживать желчь и удерживает желчь, пока в ней не появляются желчные камни.
Именно поэтому у людей, которые имеют желчекаменное заболевание, как правило, есть заболевание почек. Как правило, есть заболевание артрит, полиартрит или васкулит. Как правило, были перенесенные заболевания легких. И это все необходимо, и этот весь клубок необходимо распутывать в обратную сторону. То есть самый простой способ — это отрезать желчный пузырь и отбросить. Но самый гуманный способ — это рассматривать целиком организм по принципу вот таких систем и начинать лечить, обнаружив первопричину. А первопричиной, как ни странно, то есть у вас камни в желчном пузыре, начинайте лечить легкие. И каким образом необходимо лечить легкие? Давайте все по порядку. Итак, для того, чтобы восстановить легкие и лечить легкие, необходимо сказать себе, есть ли у вас заболевание аллергия. В случае, если она есть или это заболевание у вас присутствует, принимайте препарат аллергонорм, принимайте препарат D-йод. Второе, принимайте препарат Демилон по одной таблетке 3 раза в день или карбонат кальция с черникой. Далее, таким образом вы будете восстанавливать легкие. Делайте ингаляции с соленой водой, они будут очищать ваши легкие, стабилизировать процессы вдоха и выдоха, восстанавливать бронхи, восстанавливать комплемент иммунный, который формируется в легких. Второе, начинайте в это время принимать оливковое масло. Принимайте оливковое масло по чайной ложке 3-4 раза в день. Далее, принимайте препараты для печени. Это гипакс, это препарат любые горечи, это препарат... Ни в коем случае не принимайте нистатины, потому что нистатины приведут к тому, что камни в желчном пузыре увеличатся. Принимайте гипакс препарат по чайной ложке на стакан воды 2-3 раза в день. Ну и принимайте препараты для поддержания надпочечников, которые будут активировать выработку кортизола. Это препарат, конечно же, Артридикс и Артразин. Артридикс. Сейчас он у нас называется Артридикс и Артразин. Оба этих препарата принимайте. Обязательно убрав из рациона питания очень соленую пищу, далее острую пищу, вообще никакого алкоголя. Дальше третье, можно увеличить прием, убирать по возможности красное мясо, по возможности увеличив прием молочной пищи, кроме молока, это творог, это брынза, брынзу можно даже соленую, творог в обязательном порядке, творог лучше принимать при этом жирный, молочную пищу принимать лучше жирную, можно принимать по стакану или даже 2 стакана на протяжении дня ряженки. Вот так это все должно лечиться. Елена Тупикова. Тогда и артриты будут отступать, и желчекаменное заболевание будет отступать, если лечить легкие. Ну, можно неделю принимать препараты только для легких. Туберсол, Демилон, Туберсол, канцерамидин, для того, чтобы работать с легкими. Вместе с иммунными препаратами. Инстамакс. Можно Мумиё. Кстати, забыл сказать о том, что прямо с сегодняшнего дня у нас выходит Мумиё в блистерной упаковке. То есть сейчас вы сможете получать уже не в бутылочках, как это было ранее у нас, а в блистерной упаковке, где каждый шарик будет находиться в отдельной ячейке. И таким образом уже шарики не будут между собой склеиваться, и вы сможете их получать для себя уже вот в таком виде, не деформированными. Также блистерные упаковки у нас будут идти 2 видов, то есть это блистерные упаковки с 30 таблетками и блистерные упаковки по 60 таблеток. По-моему, так, да, Женя, или я ошибаюсь? 60 таблеток в пачке и 30 таблеток в пачке. Тем самым мы идем навстречу нашим людям, которые хотят применять препарат Мумиё натуральный и хотят его применять так, чтобы это не было очень дорого. То есть идем навстречу тем людям, которые не имеют возможности покупать полную банку с 60 таблеток. Мы ее разделили, и теперь можно покупать это в 2 раза дешевле. Дальше второе.
Я говорил, что мне не безразлично состояние людей, которые болеют, и мне не безразлично состояние, общее состояние, наверное, народов. И именно поэтому я выпустил препарат, который называется Лизам. Это препарат, сладкие таблетки, которые упакованы в бутылочке 60 таблеток. Главное действующее вещество препарата — это лизоцим. Фактически это натуральный антибиотик, который не влияет на состояние, он не дестабилизирующий препарат, то есть он не влияет на РНК бактерий. Он натуральный антибиотический препарат. В нашем организме цикл уничтожения бактерий происходит тоже с выделением фермента лизоцим нашими слюнными железами. Но, как правило, нашего фермента лизоцим недостаточно в момент того, когда мы начинаем болеть. И такие заболевания, как, допустим, стафилококк, золотистый стафилококк, они появляются или поражают нашу слизистую оболочку горла, носоглотки, бронхов, попадая в желудок, могут приводить к появлению распространения вируса и так далее. И для того, чтобы этого не происходило, я создал препарат, который называется Лизам, сладкие таблетки, в которых нет глюкозы, так как в них находится подсластитель, это инулин, большое количество действующего вещества лизоцим, которое не способно вырабатываться нашими слюнными железами. Чем интересен данный препарат? Его охотно съедают дети, вкус нравится, так как пахнет немного ментолом. Почему? Дело в том, что я принципиально не хотел добавлять туда пищевые ароматические отдушки какие-либо, а также специально не добавлял подсластители. Добавил инулин, который не повышает глюкозу в крови. И это удобно принимать тем людям, которые имеют сахарный диабет первого и второго типа, так как данный препарат или данные таблетки, они не влияют на состояние поджелудочной железы, и людям, у которых есть сахарный диабет, можно их принимать. Данный препарат, попадая в ротовую полость, выделяет большое количество лизоцима, который купирует развитие и распространение стафилококка, который фактически может помочь человеку избавиться от заболевания начинающегося гриппа, ОРЗ и ангины, ну, буквально за 5-10 минут. То есть данный препарат — это препарат чудо. Обычно человек, необходимо его хранить в каждой аптечке. Его с удовольствием принимают детки как сладкую таблетку, и взрослые. Также при вирусном заболевании необходимо и можно принимать его, разжевывая и глотая, потому что, попадая в желудок, он тоже становится барьером для проявления вторичного инфицирования уже только через желудочно-кишечный тракт напрямую в кровь бактерий, которые вызывают данное заболевание. И данный препарат можно назвать где-то спасительным препаратом для людей. И я этот препарат специально сделал по невысокой цене, и его прямо с сегодняшнего дня, мы его до вечера выложим на нашем сайте, можно будет покупать в районе, по-моему, $6. То есть 60 таблеток будут стоить $6. Мы отправляем данный препарат во все страны мира, можете его использовать. Обычно это происходит так: у человека болит горло, вечером он выпивает или рассасывает данные 2 таблетки перед сном, просыпаясь утром, больше не замечает никаких заболеваний ни носоглотки, ни горла. Очень рекомендую детям, у которых есть хронический синусит, хронический тонзиллит, хронические аденоиды, хронический гайморит, хронические пробки в гландах, хроническое воспаление горла, ну и так далее. Хронические заболевания носоглотки. Рекомендую всем принимать данный препарат. Цену его я специально сделал невысокую, для того, чтобы помочь в это сложное время и внести и свою лепту, в общем-то, в ходе борьбы с вот таким тяжелой инфекцией, которая сейчас очень активно буйствует. Да, это я говорю о вирусе, о пандемии. Елена Тупикова. Андрей Андреевич, в декабре прошлого года из-за несовместимости аюрведических трав
Произошел сбой, дисбаланс ДОЖ, так сказал аюрведический врач-индус в клинике. Отменил все препараты, ограничили питание, назначил лекарства на масле кхи. Месяц пропила, сыпь первичная прошла, но проблемы с кожей остались, другое раздражение. Начала работать с маятником, который отрегулировал продукты питания. Это гречка, белокочанная капуста, брокколи, картофель, говядина и вода. Пила курсом полисорб в феврале и марте. Поутихло раздражение, никаких других препаратов не пила. Практики помогают. Маятник отрицает все травы, масла, препараты ТФ с травами. На никакую другую еду пока не одобряет. Никогда никаких аллергий не было. А тут длительное недоразумение. Маятник отрицает врачей. На мой вопрос, мне ЗТК поможет? Ответил да. Ну окей. Живу в Сочи, может какие-то процедуры пройти? Спасибо большое за ответ. Ну, прежде всего, хотелось бы все-таки понять, будучи в Индии, возможно, вы подцепили какой-то тропический вирус, которым мы не болеем, а вот большинство людей, которые приезжают, начинают болеть. И вот такой тропический вирус, он может привести к тому, что вы вот так и начинаете болеть. Для того, чтобы это выявить, все-таки хорошо было бы пройти гастроэнтерологические исследования у гастроэнтеролога, зондирование, после чего выявить все-таки, не болеете ли вы там микоплазмой или там, может быть, амебиозом там, или чем-либо еще. Но вот так посоветовать с помощью пищи, ну я вам бы не рекомендовал. Дело в том, что это связано с тем, что пища, она необходима нашему организму, необходимые аминокислоты, необходимые жирные липиды. И, в общем-то, человеку необходимо питаться. В случае, если мы не питаемся, а вирусы находятся у вас в кишечнике, то в этом случае вирусы могут съесть ваш кишечник. И в дальнейшем восстановить кишечник после того, когда там побуйствовали вирусы, будет чрезвычайно сложно. Это может повлиять на появление каких-то вторичных заболеваний. Поэтому я вам рекомендую гастроэнтеролог, развернутый анализ крови и все-таки обратить внимание на состояние кишечника. Все же это тропические страны, необходимо к этому относиться более с позиции европейского все-таки жителя. Также мне бы хотелось сказать о большинства аюрведических препаратов. Я, конечно же, не противник аюрведы, я поклонник аюрведы. Многие из идей аюрведических мне не только знакомы, а даже синхронны. Я как раз тот человек, который понимает, что такое аюрведическая медицина, понимает, что такое тибетская нетрадиционная медицина, являюсь специалистом в области рефлексологии и разбираюсь, что это такое тоже. Это уже китайская нетрадиционная медицина или традиционная. Ну и могу сказать, что в большинстве своем в Индии, когда мы приезжаем в Индию, мы сталкиваемся вот с чем. Недоброкачественное отношение власти и коррупция, которая есть во власти, в общей системе власти, позволяет получать людям, у которых нет специального образования, медицинский сертификат, который позволяет этим людям не только помогать людям, а еще и самостоятельно в домашних условиях, очень часто в граничащих с эпидемиологическим каким-то с эпидемиологическим законом или требованием создавать самостоятельно препараты. Эти люди, как правило, совершенно не знакомы с тем, что называется фармакология. Они очень далеки от того, что называется консерванты. Они используют методы, которые используются очень давно, находя эти книги, источники где-то в какой-то литературе, которая публикуется. Также это передается между собой. Я хочу вспомнить слова из какого-то фильма советского, и там было сказано в свое время о том, что для русского еда, для немца смерть. Так вот, я хочу сказать, что для индуса лекарство, для русского может быть смертельно опасным лекарством. Дело в том, что у нас в нашем кишечнике нет выработанного иммунитета к определенным препаратам, к определенным бактериям, к определенным вирусам, микробам, которые могут попасть в ходе приготовления и изготовления данных
смазей, данных, вероятно, средств, которые могут готовить кто угодно и где угодно. И когда мы приезжаем и пользуемся врачебной индустрией, особенно далеких от Бомбея или Дели мест, таких как Бали, допустим, или таких как Раджастан, там, или еще Варанаси, то мы можем очень сильно себе навредить. И это почему? Ну, я скажу вам, в общем-то, как человек, который знает аюрведу. А вы знаете, что в аюрведической традиции использование трав происходит таким образом. Есть такие методы, которые заставляют, допустим, корову съесть растения, и после чего то, что из коровы выходит в виде фекалии, используется для связующего звена для изготовления аюрведического препарата. И я не говорю, что это поголовно все делают. Вероятно, индустрия Индии, вероятно, какие-то профессиональные фармзаводы, а Индия стоит на первом месте по изготовлению фармпрепаратов в мире, по изготовлению антибиотиков, по изготовлению нутрицептиков, по изготовлению противовирусных препаратов и даже по изготовлению сейчас вакцин. На первом месте и дженерики все делаются в Индии. И Индия, конечно же, можно назвать ее самой яркой фармакологической страной, или где больше всего представлена как раз фарм-индустрия. Очень много это все продается во всех странах. Я говорю в данном случае о местечковой медицине. И в случае, если вы покупаете в профессиональном магазине, традиционном медицинском магазине, который находится в Дели или в Бомбее или в каком-нибудь очень крупном городе, то скорее всего, даже если это будет аюрведический пластырь или аюрведическая мазь, то она скорее всего хороша будет для человека. Но в случае, если это где-либо местечковое производство, и там по правилам средних веков делают из какашек и мочи красной коровы с растением амлои, тысячелистником и алоэ какие-нибудь болюсы и предлагают потом ими лечить доши, вату, питу и так далее, то это скорее всего может привести вас к дополнительному инфицированию, потому что и человек, который держал в руках, и коровка, которая непонятно что-то кушала, и водичка, которая была добавлена непонятно откуда, они могут принести вам большое количество бактериологических, цитотоксических отравлений, с которыми потом будет очень сложно справляться. Поэтому, когда вы едете в Индию, всегда об этом помните. Для нас, для европейцев, та жизнь, которая принята как нормальная, естественная жизнь для тех людей, которые проживают в Индии, не всегда подходит и не всегда комфортно. Почему? Приоритеты в пище. Когда человек употребляет большое количество красного перца, в котором, как известно, находится большое количество витамина С, то у человека вырабатывается такой кишечный иммунитет, потому что витамин С это антибиоокислитель и участвует в формировании иммунного ответа организма, улучшает общее состояние. Но мы, как европейцы, не привыкли к таким демоническим дозировкам красного перца. Поэтому мы обычно говорим: нам давайте поменьше, мы не можем кушать такое острое и так далее. И начинаем кушать то же самое, только уже не острым, что в итоге может привести к отравлению. Но нас, как людей пьющих, отравить уже ничем невозможно, но все равно. Катерина Апрель. Сильно лезет волос при мойке, как будто половину вымываю с головы волос. Кошмар, только при мойке волос это видно. На расческе норма, остается что делать, что пропить из ТФ. Щитовидкой все нормально, боюсь быть лысой. И так шевелюра не особо радует, а тут как полезли, спасибо. Когда у человека лезут волосы, это говорит о гормональном статусе. Какие-либо гормоны начинают очень расти. Как правило, это прогестероны у женщин или тестостерон. Для того, чтобы волосы не выпадали, начните принимать препарат, который называется Климактерикс, совместно с препаратом Тест-Стоп. Второе. Используйте спрей моей компании, который называется артраминовый спрей, или как же он у нас называется, трихопотенциалиум.
Дальше используйте, можно еще мускус, но он плохой запах, и вот мускусом смазывать места, где выпадают волосы. Также принимайте препарат Волосатикс. Но сразу же хочу вам сказать, в случае, если не обращать внимания на гормональную сторону данной проблемы, то вылечить волосы не будет никакой возможности. Поэтому принимайте прежде всего препараты для улучшения, уменьшения, вернее, гормонов прогестерона и тестостерона. А эстрадиол там никак не будет ни уменьшаться, ни расти, ничего там происходить не будет. Сейчас я чуть-чуть разденусь, то жарко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. О чем говорит низкое давление? Как его поднять? Не хватает пси-энергии? Нет. Низкое давление, гипотензия, может возникать на фоне расслабленности мускулатуры гладкой. Расслабленность мускулатуры гладкой может возникать на фоне, первое, недостаточного количества употребляемого кальция. Поэтому необходимо увеличить количество употребления кальция. Это может говорить о развитии таких заболеваний, как миостения. Необходимо принимать препараты для печени, потому что я считаю, что миостения это как бы следствие дисфункции работы печени и такие заболевания высокого аммиака, то есть необходимо перейти на диету безмясную. Далее анемия. В случае, если анемия, принимайте препараты железа. Итак, для того, чтобы улучшить давление, начните с препаратов железа. В моей компании это железняк и препарат Гемонем. Второй препарат: стимулируйте работу сердца и стимулируйте сокращение сердца препаратом Презус Монтесин. Обязательно гуляйте помногу на улице. Третье: обязательно делайте глубокие вдохи с задержкой дыхания и глубокие выдохи с задержкой дыхания. Делайте так по 3-5 или даже более минут, находясь на улице. Это будет стимулировать вам работу ваших легких и вашего сердца. Это такое вот эндогенное дыхание. Далее хотел бы посоветовать применение препарата Презус Монтесин для стимуляции работы сердца. Итак, лечите анемию, лечите сердце, ну и начните принимать препарат Гепакс, потому что в случае, если у вас недостаточно работает, недостаточно функционирует печень, то может происходить процессы токсического отравления мозга, энцефалопатии мозга, и в дальнейшем это может сказываться на общие вот такие расслабления мускулатуры и так далее. Также больше спите, больше принимайте продуктов кальций содержащих, можете пропить препарат кальций-цитра или цитрокальцимин называется, цитрокальцимин Гепакс, Гемонем и Презус Монтесин. Это то, что уберет у вас низкое давление. Низкое давление может являться следствием низкого иммунитета. Именно поэтому при низком давлении я рекомендую еще использовать закаливание и холодные процедуры. Потому что холодная вода и закаливание стимулирует работу иммунитета и повышает человеку давление. В случае, если у вас высокое давление, то вам подходят теплый душ или горячий душ. И уж закаливание. Закаливание тоже, но я считаю просто, что заболевание гипертония это фактически заболевание инсулина подкожного. То есть, если у человека гипертоническое заболевание, то у человека обязательно будут где-то в большом количестве жировые отложения. Если убрать жировые отложения и убрать подкожный инсулин, особенно в области живота, то у человека исчезает гипертония. Почему я так думаю? Это исследование такое, оно очень нестандартное. Оно проводилось группой врачей, скажем так, индивидуально занимающихся наукой, как бы нецелесообразно занимающихся, то есть не зарабатывающих на этом каких-то денег. И группа ученых, которые занимаются липосакцией у женщин, обратили внимание, что после того, когда у женщины устраняют часть жировых клеток с области живота и бедер, то после этого или после многократного использования липосакции исчезает гипертоническое заболевание. И это было не один раз.
То есть начали обращать на это внимание. Ну и гипотеза возникла как бы сама под собой образовывающаяся. А что есть в жире у человека? А в жире у человека обычно скапливается инсулин. И самое большое количество инсулина как раз находится в жировой прокладке или в жировой ткани. И когда человек убирает эту жировую ткань, то у него исчезают в дальнейшем вот такие проблемы. Также сейчас уже говорится о том, что именно переизбыток инсулина приводит к накоплению кальция в гладкой мускулатуре. Кстати, одна из разновидностей, вот смотрите, обычно гипертонию лечат следующим образом. То есть человек гипертонией болеет. И у человека спрашивают, скажите, у вас, ну или измеряют давление ему и начинают обращать внимание, у него систолическое давление выше или диастолическое. Систолическое — это первая цифра, допустим, там 130, а вторая диастолическая — это второе давление, там 90, допустим, а норма 120 на 80. И как обращают на это внимание и чем лечат. В случае, если систолическое давление у человека повышается, это говорит о том, что ему необходимы препараты вазодилататоры. То есть это препараты, которые будут расслаблять гладкую мускулатуру сосудов или мышц. Мышцы — это ж гладкая мускулатура, это наше сердце. И обычно назначают бета-аденоблокаторы. В случае, если у человека систолическое давление высокое, назначают бета-адреноблокаторы. Не адено, а адреноблокаторы, извините. В случае, если диастолическое давление высокое, то человеку начинают назначать препараты, которые мочегонные, далее препараты, которые уменьшают содержание кальция в гладкой мускулатуре. И когда, допустим, мы смотрим на людей, которые говорят о том, что, допустим, употребление кальция может привести к накоплению кальция в гладкой мускулатуре, не верьте, это все не так. И, конечно же, лечат систолическое давление адреноблокаторами, а диастолическое давление снижают мочегонными препаратами и путем депонации кальция из гладкой мускулатуры. Так вот, вот этот кальций обычно, который мы употребляем, он нам необходим более для выработки гормона кортизол, для правильного функционирования наших надпочечников. При климаксе, при артритах, при ревматоидных артритах, полиартритах, остеопорозах нам необходим кальций. Не стоит бояться принимать препараты, которые являются антагонистами кальция, принимая при этом кальций. Потому что это препараты, которые, вернее, при этом эти вещества, они между собой несовместимы. Это все работает совершенно по-другому. Ладно, заговорился. Наталья Держицкая, подскажите, в чем может быть причина того, что ребенок 3 года ходит в туалет по-большому 1 раз в 3 недели, 3 дня. И это с рождения. Молоко пить ее не заставить, а сейчас даем лактулозу. Но она не особо помогает. Что ей можно из ваших препаратов, ваша ученица 5-й ступени? Когда ребенок не ходит в туалет по-большому, это большая опасность. И какая стратегия лечения такого ребенка? На первое место необходимо ставить полное устранение глюкозы из рациона питания такого ребенка. Второе, такой ребенок, он должен принимать горечи. Сейчас мы выпускаем горечь, она уже появится в конце недели на нашем сайте, будет называться горечи Дуйко. Вот если поить ребенка горечами Дуйко по 1 чайной ложке 3 раза в день, ребенок начнет ходить в туалет. А о чем это говорит? Скорее всего, у ребенка есть патология желчного пузыря, и скорее всего есть дискинезия протоков там, или какие-либо проблемы расположения желчного пузыря приводят к тому, что сами протоки не очень хорошо пропускают желчь. Желчь накапливается, из-за этого не попадает в желудок. Когда не попадает в желудок, происходят вот такие состояния запора. Итак, рацион питания, он должен у такого ребенка иметь обязательно жир. Первое время, пока не придут препараты, используйте тыквенный сок.
Давайте ребенку там 1 столовую ложку или 2 столовые ложки тыквенного сока. Давайте не больше 10 дней. После 10 дней на 10 дней делайте перерыв. В рацион питания вводите темный изюм. Давайте в большом количестве ребенку чернослив, темный изюм. Потому что это все стимулирует к правильной выделению желчи и в дальнейшем к правильному образованию стула. Ну и мой препарат Франгул. То есть горечи и Франгул помогут ребенку восстановить стул. Также, если у ребенка стул утренний есть, а вечернего нет, то на протяжении дня давайте 1, 2 или 3 дольки грейпфрута в обязательном порядке, чтобы ребенок это съедал. Самые простые способы устранения застоя в желчном пузыре — это использование чая из шиповника. 1 столовая ложка шиповника заливается 1 стаканом кипятка и добавляется 1, 2 или 3 таблетки любого сахарозаменителя, в составе которого есть ксилит или сорбит. Таким образом, принимая такой компотик или чаек, у ребенка тут же будет появляться желание посетить туалет и, в общем-то, улучшит ребенка 100%, наладит ему стул. Надежда Купина. Подскажите, как избавиться от красных мелких родинок на теле? По моему мнению, красные мелкие родинки на теле говорят о том, что у вас высокая кислотность желудка. Избавляйтесь следующим образом. Принимайте железняк, панкрисорб и здоровый желудок. На протяжении 2 месяцев заметите, что количество родинок заметно уменьшится. Также большое употребление глюкозы, как правило, приводит к появлению большого количества родинок. Поэтому напишите для себя алкоголь. Второе — сладости, и поставьте тире, напишите много родинок. Кстати, в одном из своих вебинаров меня уже упрекали по поводу того, что я кривляюсь, как будто я не умею разговаривать на русском языке. Я прошу за это прощения. Я не ставлю себя выше других национальностей. По национальности я украинец, щирый. И могу сказать, что я умею разговаривать и на украинском языке, и на других языках, и на русском языке, и так далее. Поэтому не нужно обсуждать этот вопрос. В целом я свои программы делаю русскоязычными и связываю это с тем, что на территории мира и постсоветского пространства все изучали русский язык. Именно поэтому на территории мира на сегодняшний день более 1 миллиарда человек разговаривает на русском языке. Так как жителей в Советском Союзе было много, мы все изучали русский, поэтому из уважения друг к другу мы для себя выбрали как один славянский язык, на котором стараемся вместе разговаривать. А так я разговариваю на других языках тоже. Диана Назарова. У моей 3-месячной племянницы цитомегаловирус и герпес по анализам. Родилась с желтухой новорожденных, был высокий гемоглобин. Невоапатолог говорит, что у гипертонус мышц ног. Что вы посоветуете, какие препараты ТФ? Ну вот смотрите, если ребенок такой маленький, 3-месячный, то скорее всего помочь ей в данном случае невозможно. Я рекомендую использовать ингаляции. Ингаляции рекомендую использовать с препаратом Германии. Берете препарат Германии, наливаете его в камеру ингалятора и делаете ингаляции ребенку, поднося ему масочку к лицу, по 1-3 минуты 2 раза в день на протяжении 30 дней. После чего делаете полмесяца перерыв и курс такой еще раз проводите. У моей мамы боли в поясничном отделе спины, операции не помогли. И еще у моего двоюродного брата рассеянный склероз. Уже больше 15 лет прикован к постели. У мужа prominent perennial kyst. Киста в паху, я понял. Но невозможно выкачать из нее жидкость, она твердая. Подскажите, пожалуйста, чем помочь? Давайте начнем все-таки у мамы, у которой боли в поясничном отделе спины и операции не помогли. Когда не помогает нам традиционная медицина, то, как правило, помогает нам нетрадиционная медицина. И я считаю, что иногда они могут идти, держа друг друга за руку. Но на первое место я все-таки бы поставил традиционную, так как только она имеет возможности и силу помочь человеку остаться живым, если ему совсем плохо. Традиционная медицина может в этом случае помочь. А вот хорошо себя чувствовать в дальнейшем
традиционная медицина очень часто помочь человеку не может. То есть послеоперативная реабилитация, профилактика заболеваний очень часто не рассматривается традиционной медициной как проблема, а традиционная медицина ставит проблему все-таки жизнь и смерть человека и нацелена и настроена на то, чтобы прежде всего спасти человека. А уже реабилитацией занимается вот такая нетрадиционная медицина, БАДы и так далее, витамины, аминокислоты. И, конечно же, среди нетрадиционной есть совсем нетрадиционная медицина, тем не менее, она по каким-то непонятным до сих пор признакам может быть эффективной. Очень часто я говорю о зеленой нити. Давайте еще раз я сегодня повторю. Вот смотрите, ваша мама лежит. Повяжите ей на талию зеленую нить, сделанную из любой зеленой нити, из любого материала, капрон, мулине, там, шерсть, я не знаю, все что хотите, но по идее лучше работает все-таки такая капроновая или твердая ткань, такая как мулине. В несколько слоев там, обмотайте ей поясницу там, в 4-5 слоев ниточкой. Оба конца этой нити разрежьте, после чего оба конца этих нитей завяжите на 38 узлов. Первый узелок, второй узелок, третий узелок. Да, так, чтобы свободно могла помещаться рука, но это не спадало с бедер. В этой или с этой данной ниткой можно принимать душ, купаться в ванной и не снимать ее до того момента, пока она сама не спадет. Так вот, я вас уверяю, что ей это на 100% поможет. Второй вариант. Намазывайте каждый день место ее боли салом, обычным свиным салом. Третье. Используйте мой препарат мазь Вертебралис с препаратом Вертебралис. Используйте по 2 таблетки 3 раза в день, смазывайте мазью 2-3 раза в день. Это, скорее всего, поможет маме в дальнейшем встать и чувствовать себя хорошо. У моего двоюродного брата рассеянный склероз. Рассеянный склероз является длительной энцефалопатией мозга. Хоть бы кто что ни говорил, я считаю, что это так. Конечно же, я не доказываю никому ничего, это исключительно мое мнение. В отличие от традиционной медицины, но, кстати, традиционная медицина не может помочь человеку, а нетрадиционная умудряется это делать. Что необходимо делать? Первое, необходимо принимать препарат Гепакс. Принимать препарат Гепакс и переходить на диету при рассеянном склерозе, в ходе которого необходимо убирать белковую пищу. То есть необходимо убирать белковую пищу, это мясо, фасоль, все остальное можно оставлять. Можно оставлять там и молочные продукты, хоть и говорят при рассеянном склерозе плохо, я говорю, что хорошо. Также увеличить употребление казеина в ночное время. При рассеянном склерозе используйте один стакан козьего молока перед самым сном. Каждый день, когда перед самым сном, человек должен перед сном выпивать 1 стакан козьего молока. Третье. Принимать препараты туберсол, канцерамидин, демилон для легких, гепакс для печени, дальше альфа-липоевую кислоту по 1 таблетке 3 раза в день и брызгать в нос 2-3 раза в день вещество, которое называется окситоцин. Его тоже можно уже сейчас заказать на моем сайте aduiko.com и это вещество использовать. Окситоцин является веществом, которое, как известно, является антагонистом вазопрессина. Это кто учился в медицинском институте. Но окситоцин необходим для чего? Окситоцин формирует, как ни странно, правильно формирует гормоны мозга. При этом как бы побочным эффектом является расщепление липидов в мозге, также формирование и улучшение действия формирования мнемонических связей и работы мозга и кровоциркуляции мозга. Ну и на последнее, его же на первое место можно поставить это убирание или устранение аммиака, который может появляться в тканях мозга. Таким образом мы устраняем аммиак L-арнитином, который приводит к тому, что появляется энцефалопатия в мозге. Тем самым мы убираем
белковую пищу, вводим L-арнитин и аргинин. При этом аргинином мы устраняем вазострикцию, это сжатие сосудов мозга, которые могут приводить к тому, что появляется в мозге атеросклероз и появляется рассеянный склероз. И приводим наоборот к вазолидации, что приводит к расслаблению мускулатуры, гладкой мускулатуры сосудов, к улучшению функциональной способности мозга. И нам остается только убрать из мозга аммиак. Так мы его из крови убираем диетой и препаратом Гепакс. И устраняем из мозга препаратом назальный раствор окситоцин. Вот. Дальше. У мужа проминент, киста в паху, но невозможно выкачать из нее жидкость, она твердая. Но прежде всего, в случае, если киста твердая и болезненная, по моему мнению, хотелось бы сказать, вам стоит все же обратиться к онкологу. На всякий случай, знаете, береженого Бог бережет. В случае, если у вас все-таки нет желания это делать, то прикладывайте содовую салфетку. Натирайте мускусом, натирайте мазью, которая есть в моей компании, она называется изотоновая. Далее принимайте препарат лимфонорм и гемортан по 2 таблетки 3 раза в день. Гаухар Сайсенбаева, сейчас прочитаю. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, уже очень давно мучает запястье и ладонь, заранее спасибо. Сейчас я увеличу. Это вы просто обмотали чем-то, да? Это у вас там ниточка висит, да? Понятно. Смотрите, то, что вы показываете, похоже на плоскочешуйчатый псориаз. Можно ли его вылечить? Да, его можно вылечить. И артрит у вас тоже здесь заметен, последних 2 пальцев. Он у вас, скорее всего, имеет проявление ревматоидного процесса вот такого в организме. Какое, по моему мнению, лечение может вам помочь? Первое, смазывайте место, где у вас есть вот такая сыпь, мазью, которая называется не мазью, а изотоновым бальзамом. Второе, начинайте принимать препарат Туберсол, канцерамидин, Демилон. Принимайте препарат Гепакс и Гепофит и Инстамакс. И это все уберет у вас данную проблему. Также всегда помните, если у вас сыпь на ладонях, вам нельзя следующие продукты. Дрожжи ни в каком виде, белый хлеб, молочные продукты. Ни в каком виде пива, кваса, даже натурального. Дальше алкоголь нужно полностью устранить. Дальше все, что имеет процесс брожения и сделанное с помощью процесса брожения, нельзя. Вот смотрите. Там перед тем, как водка стала водкой, она бродила, там дрожжи использовали, сахар, дрожжи и так далее. И так далее. Пиво, если там кислое молоко, это процесс брожения, да, убирать. То есть вот все, что связано с процессом брожения, все необходимо убирать. Также на время лечения необходимо отменить употребление сладких продуктов питания. Лена Добаева. Зеленая нитка творит чудеса. Буквально недавно еле вставала с дивана, очень чувствовала боль в пояснице. Когда расходилась, вспомнила. Болела же. Вот чудесная зеленая нить. Спасибо большое, уважаемый Андрей Ильич. Пожалуйста. Подскажите, чем можно мужу препаратом МТФ при гепатите С, Б, генотип 3, при циррозе печени стадии F3, F4, ого, после ковида месяц принимаем Инстамакс, Тербитин, Тантал, Битулин, Расторопшу. Показатели АСТ снизились от 424 до 140, 140 тоже много. ЛТ снизилось 511, 174, 511, ого. Ну что, давайте начнем. Итак, народный способ восстановить работу желчного пузыря и печени при циррозе — это использование желчи куриной. Берете желчь свежую, когда убивает курочку или перепела, ну, лучше курочку, сворачиваете этот желчный мешочек и его ложите в рот, запиваете водой. Каждый день по одному желчному мешочку из курочки на протяжении
на протяжении 10 дней. Ежедневно это делается. Второе. Принимайте мои препараты Гепакс. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Гепофит. 2 таблетки 4 раза в день. Дальше. Демилон. 2 таблетки 3 раза в день. Туберсол. 2 таблетки 3 раза в день. Пейте препарат канцерамидин. 1 чайная ложка 3 раза в день. Закажите порошок бетулина и принимайте порошок бетулина, чайная ложка на стакан воды или молока, еще лучше. Взболтали, а еще лучше жирного не йогурта, а ряженки, лучше козьей даже. Вот так 1 чайная ложка бетулина насыпаете в ряженку, расколачиваете, взбалтываете сильно и выпиваете. Желательно вместе с приемом пищи. Ни в коем случае, ни в каком виде, никакого алкоголя, ничего сладкого, даже фруктов сладких никаких нельзя принимать. Моей маме 5 апреля сделали операцию по удалению опухоли головного мозга. Опухоль доброкачественная, гистология не готова. Тогда нужно дождаться гистологии. Какие препараты ТФ вы порекомендуете моей маме? С уважением, Гаухар. Я ей порекомендую: первое, мускус, 1 чайная ложка 3 раза в день. Второе, гепакс. Третье, инстамакс. Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Инстамакс 1 таблетка 3 раза в день. Дальше мумиё 1 таблетка 3 раза в день. Прополис 1 таблетка 3 раза в день. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли использовать сушеные грибы-лисички для выведения гельминтов? Если да, каким образом? Нет. Дело в том, что одна из особенностей грибов-лисичек заключается в том, что они, если их высушить и принимать, допустим, как принимать, сейчас расскажу, они лечат заболевания сахарный диабет 1 и 2 типа. Они работают из-за того, что в них находится большое количество фолиевой кислоты, альфа-липоевой кислоты. И это все очень буквально хорошо действует по снижению сахара у человека или глюкозы, и выводит инсулин в случае, если это сахарный диабет 2 типа. Именно поэтому и используют для приготовления определенного препарата из сухих грибов-лисичек. Как можно дома, еще из грибов-лисичек можно выделить вещество коэнзим Q10. И это вещество есть пигментом желтого цвета, из-за которого лисички имеют вот такой прекрасный желтый цвет. Это не бета-каротином окрашено, это как раз вот коэнзимом Q10. Поэтому лисички используются скорее как геронтологический препарат, который может помочь человеку улучшить состояние, стать моложе. Как использовать в домашних условиях сухие лисички? 1 чайная ложка разводится в любом таком, можно в киселе, можно в любом, там в молоке, можно в кефире. Вот в кефире лучше всего, по-моему. В ряженке, в простокваше. Вот простокваше лучше всего. И выпивается. Выпивается это 2 раза в день. Также, если добавить в кефир и наложить это на лицо себе, то это улучшит состояние вашего лица, и как бы помолодеете, и будете заметно лучше себя, заметно лучше выглядеть и нравиться себе. Лисички полезны. Мой дядя перенес операцию, ему 59 лет, вывели трубку для мочеиспускания, после операции ослаб. Чем ему помочь восстановиться? Обязательно мочегонные препараты. Обязательно мочегонные препараты — это раз. Второе, обязательно препараты, которые могут выводить или расслаблять гладкую мускулатуру, вазолидаторы. Ну, из моих препаратов это препараты с аргинином, это препарат Гепакс. Принимать 1 чайная ложка на стакан воды 2 или 3 раза в день. Также обязательно работать с иммунитетом Инстамакс, Мумиё, Прополис по 1 таблетке 3 раза в день. Давайте ему канцерамидин по 1 чайной ложке 3 раза в день. Это заметно улучшит его состояние. Мне прислали препарат калия в порошке, цитрат калия в порошке. Могу ли я его пить вместо вашего препарата Уролис? И в каком количестве? Нет, конечно.
От приема препарата калия у вас могут остановиться почки. И появиться у вас может в дальнейшем тяжелейшее заболевание почек. Ни в коем случае этого не делайте. Не стоит путать цитрат калия, который находится в моем препарате, с цитратом калия, который вам прислали. Почему? Я знаю, что я делаю, потому что у меня есть образование, которое позволяет мне выбрать правильные дозы. И вы же не знаете, как я это делаю. Не совершайте таких ошибок, пожалуйста. Не нужен вам калий, правда. Ешьте мед, там тоже калий. Наделайте себе чепухи какой-нибудь, ужас какой. Не делайте этого, правда. Я за то, что я делаю, отвечаю, за то, что делают другие, нет. В горле как будто что-то мешает, при глотании похрустывает и перещелкивает. Что это может быть? Ревматизм хрящевой ткани, вызванный увеличением лимфоузлов щитовидной железы. Обычно необходимо начинать с уменьшения лимфоузлов. Что необходимо делать? Прикладывайте солевую салфетку, щелочную салфетку к горлу. Раз. Полоскайте горло содой. Обязательно. Третье. Увеличьте употребление соли поваренной. Начните лечить аллергию. Аллергию можно лечить моим препаратом Аллергонорм, либо медицинским препаратом Тавигил. Потому что увеличение лимфоузлов может быть на фоне гипо- или гиперфункции щитовидной железы, а также это может быть на фоне заболеваний легких, носоглотки, там чего угодно. Лимфоузлы увеличились, лимфоузлы могут быть следствием заболеваний зубов. В любом случае, или заболевание лимфоузлов, заболевание зубов, заболевание щитовидки, это все можно убрать содой. Полоскайте содой каждый день. 1 столовая ложка на стакан воды, вмочили салфетку, положили в виде аппликации на горло на полчаса. Тем же раствором можете полоскать и рот, и вот так горло, и сплевывать. Делайте это на протяжении дня 2-3 раза в день. Не грейте. Дальше используйте, наверное, все-таки медицинский препарат я вам не назначу. Можно использовать мой препарат. Медицинский препарат от аллергии, это препарат, допустим, Тавигил или Цитрин. Он в свободной продаже, на него рецепт не нужен. А из моих препаратов можно лимфонорм, гемартан и аллергонорм. У ребенка шелушатся верхние веки. Принимаем аллергонорм и галит. Что это может быть? Это может быть конъюнктивит. Конъюнктивит, как правило, у нас связан с гормональным всплеском, может быть связан. И что необходимо делать? Уберите сладкую пищу раз, начните принимать гепакс, 1 чайная ложка, альфа-липоевую кислоту по 1 таблетке 3 раза в день, веки смазывайте изотоновым бальзамом. У меня плохо отходит мокрота утром, кашляю, пока не выйдет какая-то часть мокроты. Сплевывать мокроту не умею. Кашель неприятный, тем более сейчас все смотрят на меня с опаской. Возможно, переболела коронавирусом. Как сделать так, чтобы мокрота отходила? Есть же сиропы медицинские, есть сиропы медицинские с лакрицей, есть сиропы медицинские с топянкой. И этих сироповых огромное количество. Хотел вспомнить тогда сразу супрадин. То есть этих сиропов на сегодняшний день очень много. Как относиться вообще к легким? Что это такое? Наши легкие участвуют в формировании дыхательного процесса, но для того, чтобы легкие работали правильно, нам необходимо, чтобы у нас вырабатывался в организме азот. Азот вырабатывается у человека в случае, если есть белковое питание. Также в случае, если нет высокого содержания глюкозы. То есть первая диета — убрать глюкозу, больше белка. Третье — это может быть сердечным заболеванием. На фоне высокого давления, на фоне низкого давления, на фоне апноэ ночного может формироваться вот такая проблема. В случае, если апноэ, то необходимо принимать адреноблокаторы.
В случае, если у вас, или мой препарат инфарктин, в случае, если у вас на фоне низкого давления, принимать мой препарат презус мантесин, в случае высокого мой препарат тонизон. В случае, если это легочное заболевание, там какое-либо, то можно принимать демилон, он уберет аутоиммунные какие-то процессы аутоиммунные. И препарат, если это астматическое, то можно убирать это препаратом моей компании Тарантел. А в случае, если это легочное, то препаратом пневмонорм. Вот так однозначно сказать не смогу. Однозначно, чем помочь, пока не смогу. Такой самый простой способ — это ингаляции. Самый простой способ, который может помочь от всего. Возьмите в ампулах гидрокортизон. Наберите его в шприц и возьмите физраствор обычный. Налейте физраствор в камеру ингалятора, и там получится где-то 2 столовые ложки. И вот туда же добавьте 10 капель гидрокортизона жидкости. После чего сделайте ингаляцию в вечернее время и сделайте ингаляции таких 10 штук на протяжении недели. Вот если есть где-либо какие-либо проблемы, связанные с непроходимостью легких, с воспалительными процессами и так далее, все это само по себе отойдет. Мокрота начнет отходить более качественно. В случае, если мокрота будет иметь цвет такой красненький немножко, даже с кусочками таких, как вам покажется, капель крови, то это будет говорить о том, что у вас есть сердечная недостаточность, а в народе такое заболевание называют еще сердечной жабой. Да? А в случае, если у вас мокрота такая более гнойная, пахнущая, то необходимо обратиться к торакальному специалисту и, возможно, попробовать все-таки сделать рентген и посмотреть, что же там с легким происходит, что там не так, что это за проблема, эмфизема, или это пневмония, или это какие-либо заболевания бронхов и так далее. Я считаю, что на легкие нужно очень обращать внимание. Пойду за сиропом, знаю про сироп Стадаль, сейчас пью Дошап, пока результат не вижу. Спасибо за ответ, пожалуйста, выздоравливайте. Дальше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей дочери 25 лет, у нее красное лицо и прыщики на лице и на спине и в области декольте. Подскажите, пожалуйста, что можно пропить из ТФ? Ей купила мазь ТФ, Баладерма, говорит, что лицо жжет от мази. Значит, мазью не мажьте никакой. Прыщи, которые появляются у ребенка на лице, это всегда является следствием 3 причин. Первое — сладости, второе — гормональный рост, обычно с высоким тестостероном, и с ухудшенным состоянием менструации. То есть необходимо принимать препарат «Женское здоровье» раз, второе — препарат альфа-липоевая кислота 2 и успокоительный препарат, который называется у нас Сирантал. Вот и давайте альфа-липоевая кислота, уберите сладкое из питания и давайте женское здоровье. И вот такие проблемы у нее, как красное лицо, прыщики на лице и спине в области декольте, исчезнут. У меня у дочери аллергия на полынь и амброзию. Какие препараты принимать из ТФ? Смотрите, все эти аллергены, они вам попадают через нос. И когда вы будете болеть, послушайте меня, никто вас не спасет от аллергии на амброзию. Но и полынь и амброзия — это одно и то же, потому что и амброзия — это полыннолистная, амброзия полыннолистная называется. То есть это тоже растение, которое, только оно из рода полыней. То есть у вас, скорее всего, на все виды полыни аллергия. Она у вас идет через нос. Поэтому, когда вы будете болеть вот таким заболеванием, сделайте, как я вас научу. Возьмите тампон ватный, вмакните его в спирт, отожмите и ставьте себе в левую и правую ноздрю. И ходите с таким ватным тампоном. Не так, чтобы торчал внизу, а прямо в середину носа. Вы его не проглотите, можете не бояться, сделайте его достаточно большим, он никак не повлияет на ваше состояние. Сделайте его так, чтобы из носа он не выглядывал. Через него должна свободно происходить процесс дыхательный. Ну и не переживайте, такой тампон 100% поможет вам
избавиться от таких проблем. Также наш препарат, он называется Аллергонорм, можно пропить на протяжении года, там 2-3 месяца, это уберет у вас проблему. Ну что у нас, 13:29. Я желаю, на все вопросы, которые вы задаете и которые у вас возникают, вам дальше смогут помочь ответить наши операторы. Женя, можешь поставить штрих-код нашего сайта вот сейчас? Ага, тогда включи, я покажу. Смотрите, все препараты вы можете приобрести на моем сайте, который называется aduiko.com. Когда вы перейдете на этот сайт aduiko.com, в правом нижнем углу у вас появится ссылка, где вы сможете соединиться или связаться с операторами. Открытая линия «Тибетская формула», обратный звонок, обратная связь, связь в Вайбере, Телеграме и так далее, в Битриксе. Я очень рекомендую использовать такую связь. Также есть прямые телефоны, сверху они указаны, с левой стороны в верхнем углу. Это прямые телефоны наших государств, это телефон Украины, Российской Федерации, Казахстана, Германии и Америки. В случае, если вы находитесь в любой другой стране, набирайте прямой телефон 08-002-11522, он международный и поможет вам связаться с оператором. Можете набрать, сказать и попросить перезвонить, они вам сразу же перезвонят. Принимаю эмбриоклетины, но увеличились высыпания на коже. Что делать? Это говорит о том, что происходит процесс аллергической реакции. На время отмените, также покупайтесь в соленой воде и также на время перестаньте есть сладкую пищу, потому что сладкая пища, она может вступать в реакцию с эмбриональными клетками и вот так проявляться в виде вот такой аллергии. Я желаю вам здоровья, пусть у вас будет всегда хорошее самочувствие, которое никогда не исчезает. Всегда помните о профилактике заболеваний, всегда помните о диете. Очень рекомендую еще раз пересмотреть мои семинары, которые называются «Инсулинорезистентность. Чем питаться весной». Очень рекомендую побольше гулять, побольше физической активности. Ограничивайте себя в продуктах питания глюкозы. Несколько слов о отравлении химическими веществами фармакологическими. Постарайтесь внимательно прочитать все рекомендации врача, которые назначает вам врач, и постарайтесь в интернете посмотреть те препараты, которые вы принимаете, имеют ли они противопоказания к применению, насколько много и долго их можно принимать, и нет ли ограничений для людей зрелого и престарелого возраста. А также я хочу сказать вам, что в случае, если вам от какого-либо препарата медицинского становится плохо, необходимо, не снимая препарат, уменьшить его дозировку. В случае, если вам от одной таблетки плохо, голова кружится и так далее, то необходимо разделить таблетку на 2 части, принимать его более в меньшей дозировке. Также никогда не забывайте, что в случае, если от препарата вам становится плохо, вам необходимо на время отменить данные препараты и после этого эмпирически, то есть применяя то один, то другой препарат, определить, от какого вам все же препарата становится плохо, и этот препарат добровольно отменить, при этом сообщив своему врачу. Еще раз хочу пожелать всем здоровья, живите долго, живите хорошо, живите